Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру Корсары ГПК. Именно в этой серии мы продолжаем, мы хотим вообще как бы смотаться с этого острова. Нам надо в первую очередь обзавестись деньгами. В предыдущей серии мы уже собрали команду, выполнили побочные квесты, но, ребята, я думаю, сейчас не об этом. Я думаю... пора, в принципе, продолжать, но я хочу настоятельно вам всем порекомендовать подписаться на мой канал и не забыть поставить колокольчик, а иначе ты пропустишь новые серии Корсаров или более прикольных игр. Но если серия тебе понравилась и тема тебе зашла, то обязательно жду от тебя лайка, приятель. Ну а мы, пока ты ставишь лайк, будем продолжать. Погнали! Ну вот, в общем, мы выполнили, как я сказал, задание, собрали команду, так скажем, они готовы идти за нами, у нас есть штурман, все дела, в общем, хватит болтать, надо поговорить с нашим, он, по-моему, штурман, пусть будет штурман. Очень рад видеть вас. Когда уходим, Питер? Я раздобыл оружие и договорился с парнями, осталось только купить шлюп, завтра к вечеру мы будем далеко отсюда. На следующее утро. Новая запись в судовом журнале, и я нахожусь в каком-то сраном доме. Так, давай смотрим. Предложение Вакера. Пора отправляться обратно в таверну и переговорить с Вакером. Точнее, говорить уже не о чем. Нужно просто получить деньги на шлюп. Да, и валить отсюда. Так, я не понял. Мне что, надо в таверну, что ли, идти? А я где? А я на плантации, по-моему. Ну, короче, ребят, сейчас просто переходим в таверну и продолжаем разговор дальше. Ну и вот мы наконец-то в таверне. Пора поговорить, а я не понял, то ли с Вакером, то ли с тавернщиком. Сейчас узнаем. А я не вижу, кстати, Вакера. А где этот Вакер может быть? Факер. Я его не вижу. Давай спросим у бармена. Здесь лучшее место для отдыха. Хорошо, что вы заглянули ко мне, Питер Блад. Как поживает полковник Бишоп? Увы, я уже ухожу, Леонард, до встречи. А в смысле до встречи? Я что-то не учел? Я, кажется, вспомнил, где может быть этот Вакер-факер. Короче, надо идти в эту комнату. Он же комнату снял. Вот, и давай нормально с ним поговорим. Так, Вакер, посмотри-ка сюда, будешь у меня на превьюшке. Панацею? Еще так и Доброе не утро, придумали. доктор Блад. Я ждал вас. Доброе утро, Вакер. Что ж, я собрал людей и все необходимое. Жду только обещанных денег. Все дело в том, что у меня на руках только 18 тысяч пиастров, а вам понадобится примерно 25 тысяч. Тем не менее, я уверен, вы сможете раздобыть оставшуюся сумму. Это будет затруднительно, но выбора у меня нет. Что насчет шлюпа? Никто из рабов не сможет просто прийти наверх и прикупить себе шлюп, как бы ни в чем не бывало. Вы, как всегда, правы, доктор. Об этом и я не подумал. Есть Анеттл, плотник, я видел его как-то в городе. Нетл? Да, корабельный плотник может оказать содействие. Вряд ли у него найдутся причины вам отказать. Что ж, дерзайте, доктор Блад. Удачи вам. Благодарю, коллега. Чего? Мне теперь еще бегать, побираться у каких-то плотников? Да, я думал, он мне просто даст бабок, и мы тупо свалим, короче. На этом все кончится. А вот нет, корсары, они не такие уж и простые. Так, мне нужен плотник. Кто плотник, отзовитесь. Вы мне нужны. Как там свистеть? Короче, кто-нибудь видел плотника, ребят? Я серьезно. Ну, пожалуйста, ну дайте плотника мне. Плотника в студию. Блин, сейчас солдаты ко мне докопаются, то, что я бегаю тут. Мы встречали в предыдущей серии этого плотника, ребята, но я проходил это реально давно, и я уже не помню. Я не думаю, что плотник выглядит именно вот так. Чем могу быть полезен, капитан? Да, я так и думал. В общем, ребят, я думаю, зря я бегаю, ищу этого плотника, потому что смысл его искать, если у нас нету денег. Я предлагаю начать зарабатывать деньги, и в этой серии мы разберем, как заработать денег у рыбака.
То есть у рыбака можно реально заработать денежек. Я думаю, все-таки он рыбку ловит и продает, значит, у него что-то есть. Короче, ребята... Кажется, вы куда-то шли? Я тоже рад тебя видеть. Да пошел он так. А рыбак у нас жил, по-моему, вот... Нет, это аптекарь. Рыбак... Я не помню, рыбак в каком доме жил. По-моему, он здесь жил. Ну, я на рожу рыбака маленько запомнил. А вот и он. Огромное счастье, О, скажу как я хорошо, вам. что вы здесь. Чем могу помочь? У меня найдется для тебя кое-какая работа, если тебе интересно. Хотя уверен, что это вопрос глупый. Вам всем нужны деньги. Сколько? Я готов заплатить тебе 2000 за кое-какую информацию. Дело в том, что Арнольд Саммерлайт, мой конкурент, нашел какое-то место, очень рыбное место. Он разорит меня. Узнай любой ценой, где он добывает свой улов, и я с радостью расстанусь с 2000. Идет? Ну, отказываться смысла нету. Конечно, идет. Так, судовой журнал читаем сразу. Рыбное место. Рыбак Хельс дал мне работу. Моя задача выяснить, что за рыбное место. Так, понятно. Где можно найти рыбака, который вдруг недавно начал зарабатывать бабки? Ну, конечно же, в таверне. Он их должен там просрать. Я думаю, в таверне мы его найдем. Ну, или по слухам купим. Точнее, купим слухи и поймем, где он находится. В общем, давайте попробуем найти в таверне его. Так, какие-нибудь скриптовые герои появились? Может, вот этот рыбак? Попытка номер 2, Большой ребята. улов, огромное Так, счастье, скажу я первый. вам. За лучшего рыбака, какого еще не было. Надо промолчать. Оно совсем рядом, мыс Раггерт Пойнт. Невероятно, но мне уже пора. Все, проболтался. Ладно, все, побежали отсюда. Побежали. Сейчас мы сдадим его с потрохами, и за это получим 2000. Жалко, что нельзя рыбачить, как в GTA 5 RP, а то можно было бы достать удочку, короче, нарыбачить, и мы больше, чем 2000 пиастров бы заработали. Игра бы пошла немного по-другому. Ладно, о чем это я? Надо сдавать квест. Большой улов, огромное счастье, скажу Итак? я вам. Я все выяснил, мистер Хельц. Не может быть, где? Где он добывает рыбу? Он забрасывает сети у мыса Раггерт-Пойнт. Дьявол, как я раньше не додумался. Ладно, вот вы деньги. Благодарствую. Ну, как-то вот так вот. Ладно, погнали дальше. Есть еще один вариант, где можно поднять немного бабла. Он называется шпион, если я не ошибаюсь. Короче, пошли искать этого данного шпиона. Так, мне надо выйти из города. Я забыл, как выходить. Сейчас, короче, выйдем из города, я ускоряю время. Слава богу, капитану Питеру Бладу разрешают выходить. Короче, я немного перепутал. Может быть, в этом доме кто-то есть? Может быть, это он? Ленинградский почтальон. Здрасте. Наконец-то, я уже думал, ты не придешь. Так, тебе удалось узнать что-нибудь? Тут еще, кстати, отвечать надо как-то правильно. Да, разумеется. Так сколько их? Ё-моё, я не знаю, что говорить. Их больше, чем я смог сосчитать. Их? Что? Ну раз, вон из моего дома, лжец. Викторина такая, в общем, узнай, не знай что, отгадай, фиг знаешь что. Так, короче, да, разумеется, они все там не подходят. Их 5. 5? Тогда понятно. Они вооружены? Ёлки, тут еще один вариант. У них легкое оружие нет. У них легкое оружие, а они не выставляют его на показ. Так я и знал, это Грифон продал им оружие. Они спрашивают про меня или про мой товар? Господи, как пальцем в небо правильно попасть, а? Они интересовались тобой? Они пытались выведать у трактирщика что-нибудь о тебе. Старый пес не выдаст меня, как они попали в город. Они были здесь довольно долго, просто не показывались. Точно? Я уверен, что видел их раньше. Ладно, ты хорошо поработал, парень. И все же, кто они? Блин. Испанцы, пираты, охотники за головами. Я не знаю, что говорить. Давай, охотники за головами. Забирай свои деньги, передай ему, что я доволен твоей работой.
Мне просто, короче, за какую-то хрень дали 1000. Ну ладно, давай, сваливаем. Надо идти дальше собирать денежки. Забыл сказать, очень важный момент. Все квесты по поиску денег надо выполнить до 17:00. В общем, я решил побегать по городу, поискать. Ну, кто же даст мне монетку на пропитание? Точнее, на корабль, чтобы свалить отсюда. Давай, зайдем в магазин. Может быть, торговец мне что-то подаст. Добрый день, доктор Блад. Не хотите ли мне помочь в одном дельце? Разумеется, вы получите щедрую премию. Интересно, что за дельце? Сегодня рано утром у меня взял заем человек из города. Дело в том, что он меня обманул. Но он назвался именем Рафаэля Гиннеса. Гиннеса, что, серьезно, что ли? Который частенько ко мне заходит и, признаться, немного на него похож. Я дал ему взаим в размере 30 тысяч пиастров, но потом зашел Раф и... Вы хотите, чтобы я нашел этого человека? Почему вы думаете, что он еще в городе? Он в городе, уверяю вас, сегодня еще никто не отплывал, а вы в качестве премии получите 10%, то есть 3000 пиастров. Что скажете? Знаете, пожалуй, я вам помогу. 3000 все-таки на дороге не валяются. Так, ну понятно, короче, надо найти какого-то супостата и наказать его. Я предлагаю все поиски начинать с таверны, потому что все-таки сплетни и всякие байки, они идут только из таверны. Так, я не вижу никого нового, поэтому надо с трактирщиком поговорить. Рад видеть вас, Питер Блад. Увы, так, меня интересует человек по имени Рафаэль Гиннес. Как мне его найти? Пожалуй, я припоминаю такого. Или был не он, вроде не он. 500 освежает твои воспоминания. Еще бы, конечно, это он. Заходил совсем недавно, говорил что-то про покупку корабля. Я точно не знаю, какого и у кого. А что ты знаешь? Мне кажется, за 500 пиастров можно припомнить куда больше как подробностей, нежели просто тот факт, что он был здесь. Думаю, ты его найдешь на верфи, если поторопишься. Примерно благодарен. Так, пошли наверх, короче, быстрее, наверх. Бежим, бежим. Так, верфь, по-моему, здесь была. Отлично. Вот походу и он стоит, надо с ним побазарить. Распоряжаться капиталом с умом. Что вам дано не нужно? каждому. Боюсь, положение твое серьезное. Твой обман, Раф, был раскрыт. Если ты немедленно не вернешь 30 тысяч ростовщику, тебя вздернут сегодня же. О чем ты говоришь? Я не знаю никакого ростовщика. Я проклятие! Отдай мне деньги, и я передам губернатору Стиду, что ты добровольно вернул их. И я тебя отпущу. Ты, ладно, вот возьми, забирай. Примерно благодарен, дорогой друг. Так, отлично. Короче, все забрали. И теперь, я как понимаю, можно отдать их обратно. Хотя, в принципе, есть вариант. Можно ростовщику бабки не отдавать. У меня, видите... Так, персонаж. У меня 50 тысяч. Уже 50 тысяч денег. Я могу уже корабль купить. А потом ростовщику, в принципе, разбогатеть. И долг этот вернуть. Короче, играем за вариант, когда я отдаю деньги ростовщику, хотя их можно, короче, не отдавать прямо сейчас. Отдадим и потом. Распоряжаться Ну капиталом что, с умом тебе удалось? дано не Да, вот каждому. ваши деньги за вычетом моих 10%. Так, я не понял. И сколько у меня денег? Вот мы отдали по чесноку. 23 тысячи у нас. 23. Хочу подытожить одно. Если нужно реально много бабок, то квест с ростовщиком, бабки, которые мы получаем, чтобы вернуть долг, можно не отдавать. Отдадим их позже, как я уже и сказал. В данный момент у моего героя есть 23 тысячи пиастров, либо золота, неважно. Короче, денег достаточно на покупку шлюпа. Ну, корабля там, или как его назвать. В общем, мы можем проходить уже наши квесты дальше. Нас ждет дальнейшее освобождение Питтона, ребята, но это уже будет в следующей серии. А пока, ребята, с вами прощаюсь до следующей серии. Все ссылки на плейлист будут в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Понравилось видео, обязательно влепи лайк. Мы увидимся, как я и сказал, в следующей серии. Всем пока и не переключайтесь.